Абракадабра, друзья! И вновь ощущается в воздухе привкус магии. Хотите немножечко сладкой мести? Играем с вами в Kingdom Rush Vengeance. И в прошлой кампании мне выдалось сразу целых две башенки, друзья. Одна из них это злые сестры. Да, довольно знакомая, довольно зловещая, довольно коварная башня. Мне, например, она безумно запомнилась из прохождения этапов первой части Kingdom Rush, дополнение DLS-овского замка Блэкберна. И там они, конечно, мне немножко нервы пощекотали, превращая мою пехоту в лягушек, и это действительно порой, друзья, подбешивало. Но сегодня они на нашей стороне, и это не может на самом деле меня не радовать. Следующая башня — это гнилой лес. Также уверен, довольно многим эта башня знакома. Я взял в свою раскладочку колоду своих башен и ту башеньку, друзья, поэтому их необходимо будет испытать, заюзать, не просто ж так, они нам как бы выдаются. И на прохождение следующей кампании я возьму Мартемиса, этого величественного мага, обладателя, не знаю, вот видите, зеленой такой просто восхитительной цветовой гаммой, скверной, наверное, не знаю, этого вечного лича на прохождение следующей миссии. Почему, спросите? Именно такой вот магический тандем, сочетание героев и башен, потому что, друзья, в следующей кампании нам предстоит схлестнуться не с кем иным, а со зловещим Магнусом. Да-да, друзья, тем самым учеником Везнана. И посмотрим, какие именно навыки, какое волшебство, какие знания он нам продемонстрирует на этом этапе. И смог ли он их действительно улучшить настолько, чтобы превзойти самого своего учителя и Везнана, город Лазагон. Как и ожидалось, эльфы пали. Теперь пора показать Лазагону, кто его истинный хозяин. Захватив город, мы сможем снять волшебные барьеры, окружающие замок Динаса. Однако будьте осторожны, мой генерал. Город охраняет мой бывший ученик, зловещий Магнус. Покажи этому жалкому магу истинную силу магии. Итак, друзья, давайте мы сейчас с вами потихоньку, понемножечку рассмотрим карту и начнем расстраивать свои вот укрепления и сооружения. Ну а сперва послушаем, что Магнус тут нам скажет. Я так долго ждал нашей встречи, схватка легендарных магов. Ну, по большому счету, на самом деле, народ, я вот прям уверен, что найдутся те почитатели, любители и, ну, обожатели этого вот персонажа, этого героя. Там уверен, что будут те, кто проходили не один этап первой части Kingdom Rush, именно как раз используя Магнуса, потому что на самом деле действительно герой неплохой. Но и, знаете, как бы это банально не звучало, каждым героем, каждой башней необходимо уметь управлять, распоряжаться там как бы и, ну, взаимодействовать. Поэтому мне лично, например, Магнус, я, ну, скажем, не то что не нашел подход к этому герою, я его мало в какой миссии, в каком этапе, в какой кампании использовал, и я не могу сказать, что прям вот, знаете, как бы имею на него такое, ну, колоссальное умение использования этого героя. То есть у меня там есть другие мои топчики первой части, но ладно, обо всем понемножку, по чуть-чуть, друзья, и давайте вернемся уже непосредственно к прохождению нашего этапа. Я постараюсь использовать в этой кампании в большей степени магические сооружения, то бишь ведьм и склеп, магический склеп. Ох, эту башенку я очень толково, знаете, заюзал в кампаниях прохождения с братьями-призраками, древними призраками, не побоюсь этого слова, действительно мощными, могущественными, такими как бы братьями, королями. И в принципе пришлось с ними немножко повоевать, потому что вот захотели они, скажем, того, ну как бы претендовали на то, что на самом деле по большому счету им особо и не принадлежит. Там, если захотите более детальную информацию по древним призракам, пожалуйста, заходите, смотрите, на канале есть видосик, буквально недавно я его закинул, там полностью раскладочку даю по поводу того, откуда, шо, где, как, почему и вообще сколько всего произошло между Везнаном и древними призраками.
Так, хорош, народ, расстраиваемся потихонечку. Тут сторожевой песик будет идти, здесь пехотинец, новобранец будут идти, они все будут идти по верхней линии. Так, давайте мы сейчас с этими порешаем и, в принципе, уже потом понемножечку, потихонечку перегоним сюда Мартемиса. Ага, вот тут тоже новобранец пошел, давайте тут, наверное, тоже склепчик я вот так вот заряжу, поставлю, так что мне 200 монеточек надо для того, чтобы немножко ведьмочек моих прокачать. В принципе, это не так уж и много. Так, давайте вот так вот тут поставим подкрепление и вытянем, наверное, нашего голема, потому что вот, смотрите, песик, ты куда побежал, песик такой, смотрите, какой дерзкий, такой быстрый, смотрите, вообще вот это вот, ну давайте его немножко вот так вот подшмальнем, подпалим. И, в принципе, остановим его вот этот вот гранде прорыв. Так, давайте вот здесь вот так вот, наверное, сделаем немножечко, прокачаем своих вот этих вот гнилых лесных братьев. Хорошие такие корешки, они, конечно, здесь пускают вот на довольно огромной территории и неплохо как бы останавливают прорыв новобранцев, пехотинцев и вообще там других как бы чертей, которые вот пытаются прорвать и пройти мою оборону. Так, хорош. В принципе, неплохая такая карта. Смотрите, такая тоже красивенькая рисовочка. Здесь будут свои, конечно, интересные прорывы, свои интересные моменты. Это все тоже, друзья, потом понаблюдаете. Вот, видите, Магнус начинает колдуй-молдуй, то есть пытается вот немножко остановить наше с вами развитие, блочит башни. И будет он это делать, в принципе, на протяжении всей кампании, друзья. Будет пытаться вот так вот ослабить, как бы, наше с вами сопротивление. И будет дальше как бы этот продвигаться по чуть-чуть. Плюс, вот видите, он здесь вот тут кошмарит, варит тут свое как бы этот магическое зелье. Этим зельем он, конечно, тоже будет немножечко мне проблем создавать. Ну, в большей степени даже не мне, а моей пехоте будет проблем создавать. Так, я думал, ну, у меня склеп пока, в принципе, так слабенько прокачан, поэтому неудивительно, что вот так легко и просто, скажем, прошел вот этот вот эльфийский странник. Так, пока неплохо справляемся и с летающими как бы зверями, и с, скажем, таким сухопутными врагами. Вот то, о чем я говорил. Вот видите, смотрите, хопа, взял и разлил вот эту вот какульку прям на мое подкрепление. Мои хелионы просто в шоке от того, что происходит. Что это вообще как бы это за непонятные такие дела. Так, давайте, наверное, сюда Мартемиса загоним, здесь подкрепление поставим. Вот тоже, кстати, истовая жрица, одна из героинь частей Kingdom Rush, и в принципе ладно, давайте вот так вот немножечко тоже остановим прорывчик этих чертей. Так, и этот фланг немножко мы больше укрепим. Здесь у меня, в принципе, неплохо прокачаны. Давайте вот так вот сделаем. Вытянем нашего с вами голема. Так, хорош, Мартемиса. Давайте сюда подведем. Ничего, сейчас расстроимся слегка. Сейчас мы немножечко вот башенки мои укрепим, прокачаем. И все, и в принципе там ни один черт, ни один зверь, ни один враг не посмеет тут пройти и прорвать мои укрепления. Вообще, в целом, неплохая такая карта. На самом деле, не могу сказать, что она, знаете, там какая-то гранде сложная или неудобная. То есть, в принципе, пути прохождения довольно понятны. Две основные точечки. То есть, вы можете себе стратегию разрабатывать там, какую вы хотите. Так, друзья, у нас новый враг. Это древний маг. Знатоки древних заклинаний и их необузданная мощь уничтожит любого, кто посмеет бросить им вызов. Урон по площади телепортирует союзников, сильное сопротивление магии. Ну, так как мы имеем дело с Магнусом, поэтому, соответственно, есть герои, которые непосредственно, там, скажем, имеют вот защиту от магического урона. Как правильно в одном из комментариев, я помню, мне написали, нету ни одного как бы злодея, который бы, знаете, имел чистую, полную, плотную защиту от любого нанесенного урона. Потому что мы знаем, что есть герои, есть башни, которые наносят чистый урон и, в принципе, обходят любую защиту, без разницы какая это, магическая или физическая. То есть абсолютно, ну, не имеет ну, значения. Так, давайте сюда Мартемиса, потому что тут немножко тоже пытаются вот так вот тут пройтись, прорваться. Давайте вот так прокачаем. И вот так прокачаем немножечко. Что-то они как-то очень-очень-очень резво, быстро и дерзко побежали на мои укрепления. Так, это
А что такое? Что он, вы смотрите, что он сделал? Он просто заваленил моего голема. Заваленил моего голема. Так, давайте сюда Мартемиса. Не, можно Мартемиса, в принципе, останавливать, оставлять здесь. Все хорошо, все замечательно. Остановили. Вот этот вот дерзкий домик. Вот смотрите, стоит себе спокойненько, вот замечательно. Все же у него прекрасно и великолепно. Вот никого не трогает, все как бы без проблемчиков. И на тебе надо было вот это взять и попытаться вот пройти, проломить мою защиту. Так, Мартемис, давай тебя сюда немножечко. Да, так вот, народ, возвращаясь непосредственно к нашей компании. Здесь даже есть ачивочка, друзья. Есть вот такие вот фонарики. Мы их можем вот так вот поклацать, полопать, побить, друзья. Так, давайте подкрепление поставим немножечко. Так, прокачаем склепчик, прокачаем. Вот так, хорош. Так, вот фонарик, вот. И вот здесь вот у нас, друзья, всего их в целом 11, народ. И мы открыли ачивочку перейти на темную сторону. Да, в принципе, нам и переходить не надо. Мы сегодня отстаиваем, скажем так, силу, мощь Везнана. И по большому счету мы как раз вот и находимся где-то так на темной стороне. Поэтому, в принципе, нам и переходить особо не надо. Так, хорош, давайте вот так сделаем, вот так мы сделаем. Сюда я вот, наверное, потом горгуль вытяну, друзья. И вот сюда вот я вот поставлю горгуль. Так, у нас с вами, кстати, 8-я волна, монеточек у меня еще пока, в принципе, на особое развитие не хватает, но абсолютно ничего страшного, у меня вот ведьмовские башенки, они здесь варят свое зелье, свое варево, свои колдуй-молдуйские дела проводят, поэтому, в принципе, бояться, друзья, нам абсолютно нечего. Вот они этим тотемчиком тоже по красоте пытаются заблочить геройчиков, и, в принципе, вот... неплохо пока справляемся. Так, хорошо. Магнуса, кстати, смотрите, довольно такая неплохая башня. Сидит такой себе, вот, действительно мощный колдун. Такой вот, смотрите, он глаза светятся там себе, этот жезлом махает. Но мы-то знаем, что у Везнана тоже, скажем, есть волшебный жезл. Притом на верхушке его находится никакой-никакой, но... слеза Элини, это вам как бы не хухры-мухры, это не какая-то там детская непонятная магия, это все серьезно. Так, хорош, в принципе, неплохо. Так, давайте здесь, наверное, лесочек мы прокачаем и вот так вот сделаем немножечко, что у меня здесь. Здесь я тоже, кстати, могу лесочек прокачать. Так, подкрепление поставим. И продолжим сносить башни новобранцам и, в принципе, и капитанам отрядов, и вообще всем кому угодно. Так. Ведьмочки тут у меня справляются. Если что, давайте вот так подкрепление поставим. Тоже, если что, будем летунов, болтунов сваливать и сносить. И песики, вы куда побежали, песики? Давайте вот так вот мы сделаем немножечко. Кстати, тоже хорошая опция этой башни. В какой-то момент, на самом деле, помогает сдержать и остановить прорыв врагов. То есть, ну, мало ли, как оно и видишь. Особенно вот таких вот быстреньких, как вот эти вот собачки. Они, в принципе, не имеют особо мощного какого-то урона или сильного здоровья, но при этом на самом деле они, скажем, имеют скорость. И за счет этой скорости как раз могут и проникнуть за мои рубежи. Так, давайте здесь немножечко вот используем дополнительную магию Везнана. И вызовем еще одну горгульку. Так, все. Теперь у меня здесь 2 горгульки. И у меня здесь, в принципе, полностью прокачанный гнилой лес. И, знаете, у меня на душе уже более так спокойнее и увеличивается моя вот уверенность. Главное, не самоуверенность, потому что порой это может сыграть злую шутку, а вот именно уверенность в нашу с вами победу и в плане того, что наша магия, друзья, точнее магия темного лорда все же мощнее, крепче и сильнее магии Везнана. Так, давайте все же Мартемиса сюда. Бедный ты у меня старичок, бедный ты вечный лич. Приходится тебе, да, дружище, и туда, и сюда мотаться. Вот гоняю, героев гоняю, друзья, вот просто не жалея, вот, ну, в прямом смысле слова.
Они у меня, конечно, летают с одного фланга на другой постоянно. Притом это без разницы, знаете, то ли это вот древний, мудрый, вечный лич, дедулька-пердулька, то ли это, знаете, какой-нибудь там, не знаю, египетский тоже бог чумы, типа из Фета там или еще что-то. У меня абсолютно без разницы. У меня играют, бегают, мучат и гоняют абсолютно все. Так, народ, 10-я волна, сейчас мы будем тоже магов убирать. 660 у него здоровья, 1224, и как вы видите, у него полностью заполнена ячейка касательно защиты от магического урона. Так, давайте мы вот так вот сделаем немножко, чтобы они тут слишком себя так как бы легко, спокойно и весело не ощущали. Вызовем следующую волну. В следующей волне, народ, Верховный Колдун. Помните эту тоже прелестнейшую башню с первой части этого колдуна, которого была прекрасная опция превращения в злодеев в овечек. Тут главное было остановить этих овечек. Играющие с магией чернокнижники. Они ездят верхом на огромных големах и могут превращать врагов в других существ одним лишь щелчком жезла. Атака по площади, высокая защита превращает врагов в овец. И вот как бы это парадоксально, там, скажем, прискорбно и грустно не звучало, но порой действительно, порой мы играем за одну сторону и в то же время совсем при других раскладах, скажем, там и каких-то определенных опциях, мы уже выступаем за противоположную сторону, и в какой-то момент союзники, в другой момент уже, как бы так скажем, плотные такие жесткие враги. Так, давайте вот тут вот подкрепление поставим. Так, тут у меня что? Давайте вот так сделаем и вот так вот сделаем. Тоже прокачаем на максималочку эти башенки с вами, друзья. Сюда вот давайте голема. Я вот только не помню, превратят ли они моего голема в овечку, или, в принципе, голем нормальненько сможет с этим делом справиться. Так, хорош, горгулинки у меня, в принципе, здесь нормальненько пока стоят. И Мартемиса я, наверное, пока все-таки вот сюда загоню, потому что здесь у меня вот горгульчиков давайте сюда пока отведу. Потом, если вдруг будет необходимость, то я их перекину вновь вперед. Просто не хочется, чтобы они у меня этот здоровичка полностью убрали, снесли из-за вот этого вот магического зелья Магнуса. Так, вот эти телепортации, конечно, тоже... ну, я не могу сказать, знаете, что это создает прям какую-то грандиозную проблему. Не, никоим образом абсолютно. То есть, по большому счету, если ты знаешь, ну, от, скажем, их зона спавна довольно далека от нашей финальной точки. Поэтому это как бы особых каких-то таких гранде проблем не создает. Так, давайте сюда голема вытянем. Вот так вот сделаем немножечко. Ну, давайте вот так прокачаем, чё ж нет. По максималочке. Так, что ты тут у меня? Бесстрашный лич. С здоровьечком у тебя, смотрю, не особые лады. Давай мы тебя немного сюда вот заведем. Горгулей отведем слегка. Так, и можно, конечно, в принципе, увеличить радиус удара моих ведьмочек. Давайте вот так сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это да, вот это вы посмотрите, вы гляньте, сколько бежит собачек, ну, мы их сейчас возьмем и вот так вот красивенько, изумительно и остановим. Вот все прелестненько, давайте сюда, вот так вот. Народ, а чё я вот это вот вообще, знаете, скромничаю? У меня что по большому счету нет каких-либо ограничений в постройке башенек. Я себе возьму и добавлю еще парочку башен, ведьмочек, вот, говорит, be quiet, типа, ну тихо мне, говорит, потому что я вам сейчас здесь языки в жаб попревращаю, чтобы не рассказывали мне тут никаких историй коварных. Так, хорош. Теперь, в принципе, можно поставить... А давайте вот сюда вот тоже, наверное, мы тут ведьмочек зарядим, друзья. Вот сюда вот я ее отведу, вот здесь вот поставлю. Хорош. Завалили все-таки моего Мартемиса. Я пока вел беседу свою светскую с ведьмами, так заваленили моего героя, друзья.
Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мартемис, я думаю, этот момент переживет. И вот он его, кстати, довольно быстро пережил. Вот что касается возрождения как раз в Kingdom Rush Legends героев, то здесь особо никаких проблем вот прям вообще ни разу не возникает. Так, хорош радиус атаки. Давайте больше вот сюда вот их зарядим. В принципе, на данной карте прокачивать эту опцию по большому счету особой необходимости и нет, друзья. Потому что тот вот радиус работы, который ведьмы прикрывают, его вот, ну, хватает на самом деле абсолютно с головой. Так, давайте вызовем следующую волну. И будем дальше с вами как бы продвигаться. Так, давайте здесь вот тоже вот так вот сделаем, поставим вот эту прелестненькую башеньку с корнями, которые хорошо, в принципе, сдерживают врагов, да и действительно параллельно наносят урон. Видите, у колдуна у нас такая средняя защита от физического урона. То есть, в принципе, этот момент тоже можете спокойно учитывать. Так, давайте сюда, наверное, вот тут вот мы поставим голема, пусть голем по красоте валится с домом голема. В общем, мой, получается, гнилой телохранитель разваливает дом голема. Так, давайте вот так вот сделаем немножечко по красоте. Ух, хорош, вот это вот вообще нормально. Я его перевел на свою сторону тьмы и зла. Так, давайте вот так вот сделаем. Вот так вот тоже сделаем. Так, хорош. Давайте тут подкрепленница. Да ладно, блин, я не успел Мартемиса убрать, его просто вообще в какаху ушатали. Вы заколебали, друзья, блин. Странники, успокойтесь, угомонитесь, дайте моему как бы черту хоть немножечко так зарегениться, и я его попытался отвести. Так, друзья, давайте я его, наверное, вот сюда вот отведу, потому что мне действительно безумно жалко становится своего геройчика. Так вот сделаем, и в принципе, что мы тут тоже давайте лес зарядим. Так, вот тут голема. Мартемис, будь тут, дружище, не буду я тебя, в принципе, никуда вести. Так, а что тут такое? У нас пытался пролететь. И вот здесь вот пытается пролететь, мы его сейчас возьмем и вот так вот заваленим, пока он ушатывает моего телохранителя. Так, давайте сюда вот заведем. Так, хорош. Так, что у меня здесь максималочка, здесь тоже максималочка, ну здесь не максималочка, ну да и ладно, не особо и хотелось, не особо и надо. Так, давайте вот так вот сделаем, так, теперь все вообще, в принципе, по большому счету, по красоте. Так закручивает корнями, что ему прям аж фейс закрывает, там, наверное, и дышать особо нечем. Так, вот это дело мне надо было еще сразу провести, для того, чтобы эльфийские странники не могли подбираться довольно близко к моим башням. Так, хорош, давайте, наверное, немножечко раскучкуем наших ведьмочек, друзья, вот так вот сделаем. Сюда вот я ее так заведу. И, в принципе, будем продолжать бороться. Так, что это у меня, друзья? 15-я волна. В принципе, по большому счету, вы сами все видите. Башни, ведьмочки, склепчики. Да, по большому счету, наверное, и башен с ведьмами хватает для того, чтобы выносить злодеев. Ну, не будем расслабляться. Не будем отвлекаться, кампания еще не закончилась, миссия на самом деле еще не пройдена, поэтому расслабляться не время. Что касательно этих двух башен, здесь, друзья, сугубо под вашу стратегию, сугубо под кампанию, сугубо под ваши там персональные впечатления и ощущения. Башня ведьм довольно неплохая. Навык прокачки лягушек, ну, знаете, для меня он немножко спорный. То есть, если бы эта опция была постоянной, как, например, колдуны, которые превращают своих врагов в овечек, и их просто можно потом закликать в ноль и убрать, это было бы прекрасно. Но, друзья, у нас эта опция имеет временное явление. То есть, всего лишь каких-то там беззащитная лягушечка 6 секунд. Там, ну, как бы... Как по мне, такая себе опция, поэтому я ее по большому счету и не прокачивал. Но вот тотем это прикольная вещь, и в принципе в какой-то момент, если вам необходимо увеличить радиус действия, каких-то 85 монеточек, не так и много, и пожалуйста, как бы у вас ведьма может летать где угодно.
Победа, друзья, победа. Что ж, Магнус повержен, у нас с вами 3 звезды. Я считаю, что мы довольно неплохо отыграли эту кампанию. Хорошо поюзали башеньки и выветрили, проветрили, как бы так прогуляли, выгуляли нашего Мартемиса. И открыли, кстати, 2 башни. Это шаман орков и военный дирижабль гоблинов. Это просто имбово бомбические башни. Но опять-таки они стоят ресурса приличного, денег, как бы монеточек, поэтому чтобы их полностью прокачать, необходимо вот как бы подзапастись золотишком. Друзья, спасибо за внимание, берегите себя, да пребудет с вами сила, па-па.